Sen nasılsın Lili Hanım? Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада Давно не видеть. виделись. Да. Как дела? Ничего, хорошо. Лиля, не знаю, ну она не телеведущая, да, и не автор Нет. кулинарных книг, но тем не менее мы в определенном смысле слова коллеги, потому что Лиля очень увлеченный кулинарией человек. Что это такое вот? Что собрались резать этим огромным ножом? Будем запекать гуся по-татарски. С яблоками, с кыртом. Если по-татарски, зачем морковка, зачем лук? Что, плов узбекский собрались готовить? Я работаю в ресторане, поэтому нам нужно обновлять меню. И вот мы пробуем какие-то новые вкусы для себя ищем. Кто вы в ресторане? Вы скажите в желанном, что смотрите. Я директор ресторанного комплекса «Гусь». Ресторан татарской кухни. Очень приятно. А какие еще продукты вы собрались сегодня использовать для гуся? Сливочное масло, понятно. Сливочное это масло. очень татарща. Ну, там, что такое? Ну-ка, дайте поближе. Вот это? Да. Это рис. Рис. Рис, да. Умница. Слушайте, вы недавно такой шикарный плов готовили именно из гуся. Вот прям почти те же самые продукты, за исключением некоторых. Вот не было у нас яблок, там, да, черносливы, кураги. Я сейчас к вам приду, подождите. Давайте. Я перейду туда. Давайте. Я не могу стоять вот здесь. Мне надо находиться там, где происходит кулинарное действие. О, а вот и я. Гуся не мариновали? Нет, гусь. Свеженький, да? Да, свеженький. Слушай, не гусь, а красавец. Да вообще, какой красавец? Он красивее меня. Как его назвать? Если не мариновали, то хотя бы сейчас его надо как следует отмассажировать. Часики снимем в сторонку. О, ой, что это за звуки такие родные? Как на плов режет морковку. Молодец. С виду простая, на самом деле умеет. Ну тогда рассказывайте вообще, что это вы задумали из всего этого такое? Сегодня мы экспериментируем, пробный вариант, поэтому посолим. А вообще, в принципе, мы его вымачиваем сутки в соленой воде. На 10 литров воды берем килограмм соли и отмачиваем в воде. Сутки? Сутки, да, 24 часа. Какие-нибудь специи добавляете? Нет, ничего не добавляем. Только соль, да? Да. Дайте мне вот это масло. Я его чуть маслом помажу, чтобы он стал еще красивее. Вы же знаете, да, чем я сейчас занимаюсь? Я изучаю татарскую кухню, Да, собираю да, рецепты для того, чтобы написать книгу о татарской кухне. Один арабский путешественник говорит, что в этой стране очень холодно, но они не мерзнут. Потому что у них много масла, много меда и много мяса. Они хорошо едят и поэтому не мерзнут. Едят жирного гуся. Вот мы тоже будем есть жирного гуся, но пусть вот так и постоит. Что. Вообще ничего, что я вмешиваюсь в Нет, вашу мне это епархию? очень нравится даже. Очень Да? нравится. Правда? Да. Я тогда вот этот рис, пожалуй, что замочу. Я очень интересно попала в эту профессию. Я заканчивала юридический факультет и готовилась работать в адвокатуре. Что это здесь? Я рассказываю про себя, как я очутилась в этой сфере. У меня бабушка, она был единственный ресторан в городе Сарапуле, и она была директором ресторана. Мама моя была завпроизводством тогда. Шеф-поваров не было, называли завпроизводством. Ну вот чисто случайно думала, что это временно, попала в эту профессию и затянула. Очень мне здесь нравится в этой сфере, очень интересно. Каждый день не похож на предыдущий. У меня, знаете, какая идея? Смотрите, Да? я сюда вот положил масло. Сейчас оно сейчас растает очень быстро. Сюда положим на дно вот так вот лук набросаем. Мелкую морковку. Вот это сочетание лук, морковка, рис, ну и плюс масло, разумеется, это хорошее вкусное сочетание. И не пригорит, во-первых. И во-вторых, если даже оно прижарится с маслом вместе, то придаст рису очень хороший, правильный аромат. Если кто-то надеется, что мы положим там сухую гречку внутрь гуся, и она там приготовится, нет, ни за что и никогда. А рис подавно, потому что рис готовится только в присутствии воды и высокой температуры. Нет воды, нет влаги, рис не готовится. Да, и вы учтите, что гусь очень хороший и фермерский, и он будет выделять сок.
То есть, значит, рис мы должны чуточку не доготовить, да, чтобы он мог чтобы впитать этот сок и при этом не развариться. Надо заранее посолить. Пол ложки. Еще. Так, у нас было 800 грамм риса. Сколько вот это? Литр. Здесь? Литр, да? Литр, да. Больше. А сейчас увидим. Все, вот рис покрылся водой. Обязательно соль. Ложка, может быть, даже еще чуть-чуть, потому что там же еще потом все сладкое будет. Слушайте, я вижу вот этот вот такой красивый татарский продукт. Кырт, как его здесь называют, да? Жареный творог. И это жареный творог, Жареный да? творог, То есть да. практически жареный. Видите, он карамелизировался, стал коричневым, рассыпчатым. В основном какие блюда используют? Им расскажите. Я знаю уже, вы вот им расскажите. Кырт идет у нас губадья. Это, конечно, король десертов. Это наша губадья. Он и прекрасен вообще как моно. Его просто можно есть. Это очень вкусный продукт сам по себе. Так, вот горячие головешки подальше. Горящие подальше. Сейчас закипит. Ну, я думаю, что 20-25 минут рис питается вполне. Как вы собираетесь использовать лук и морковку? Подложку. Сделаем подложку. Под гуся. Под гуся, да. Умница. Как вам в голову пришла такая замечательная идея? А то вечно лежит этот гусь на противне. Шкура-то и припекается к противню. А давайте яблоки, кум-шикар, ну, песок, знаете? Песок. Кум-шикар, сливочное масло вместе припустим на сковородке. Давайте. Есть у вас повара? Конечно, есть. Как же Ну, ресторан? позовите, пусть сделает, слушайте. Искандер. Так, Лиля, Да. мы с вами заговорились, нет? Давайте посмотрим, что там у нас с рисом происходит. Салфетки, горшок горячий. Иногда бывает даже очень горячий, слишком горячий. Лиля, поможете мне? Конечно. Ладно, вот надо будет сейчас как-то пересыпать Ага, вот в эту давайте. гастроемкость рис. О! Так сойдет? Отлично, умница. Давай, высыпай. Отлично. Отлично. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Надо будет, позовем, хорошо? Спасибо, малыш. Спасибо. Красавец. Давно работает у вас этот парень? Он у нас пришел практикантом и сначала работал поваром, сейчас шеф-повар комплекса. Где? Давайте, сухофрукты. Кырт. Все давайте, Кырт, все насыпайте. кырт. Половину. Ага, я Возьмите. возьму. Все, достаточно, достаточно. Яблоки сладкие. Мы туда сахар сыпали. Ай, сыпьте все. Все? Конечно. Знаете, сухофрукты Не испортишь. и рис, мне кажется, такое очень татарское сочетание. Или я ошибаюсь? Нет, татарское сочетание, конечно. Чернослив, ага, рис. Так, начинка у нас готова, давайте ее отложим в Да. сторону. Нам надо еще небольшую обработку гуся. Совсем небольшую обработку гуся сделать. Понимаете, вот он вот изнутри сейчас холодный. Угу. Насыпем в него эту начинку, когда эта внутренность гуся нагреется. То есть Давайте мне ускорим дело Давайте. чуть-чуть. Вот тут кипяточек я видел кипит. На любой хорошей кухне всегда должна кипеть вода. Прям всегда-всегда. Так. Вы его подержите за ножки. Давайте. Очень часто курица домашняя, только что зарезали. Гусь вот как этот, свежайший. Сегодня утром он кричал га-га-га-га-га-га. Не знал, что попадет к Сталику или в печку. От свежей птицы
изнутри всегда пахнет птичьим пухом. Ну да. Ну, это естественный запах, но не всем нравится. Значит, поэтому ошпарили, и этот запах уйдет. Пусть постоит. Это кто? Это кто вымазал гастроемкость таким количеством сливочного масла? Не жалко. Масла Вот много это не бывает, по-татарски. да. Вы лук, а я морковь. Хорошо. Раскладываем так, чтобы у нас получилась такая, ну, пышная подложка, да, и вкусная. Кладите, кладите. Лилия, я вот что-то вы здесь говорили, я что-то услышал краем уха, что-то подслушал, там пока рис мыл. Скажите, ну а сами-то вкусно покушать любите? Люблю. А что-то незаметно. Что такое? Вкусно люблю покушать. А? Именно вкусно. Немного, а вкусно. Да. Да. Вот почему у вас глаза такие умные. Вы, оказывается, все правильно понимаете. На самом деле, ну, можно, конечно, этого гуся слопать вдвоем. Но он от этого вкуснее не станет. Да? Такую еду надо пробовать. 2 кусочка гуся, не знаю, там 3 ложки риса, фрукты какие-то покушать. И все будет хорошо. Все будет очень хорошо. Иди сюда. Так. Все, можно начинять. Что, шумовочкой? Или как? Давайте. Руками. Нет? Руки чистые? Руки чистые. Давай, вперед. Что, больше не поместится? Поместится. Ну чуть-чуть. Вот здесь место есть. Это для меня, ладно? Хорошо. Помните, как в детстве кормили, капризные дети не ели, они говорили: за маму, За папу. за папу. А мы говорим: за Лилечку, за Сталика. Кушайте, кушайте гусей, рис, сухофрукты. Сдабривайте все сливочным маслом. Красивая косичка получается. А что, вот так вот раз, раз. Это я специально с вами поделиться хочу. Вот, все. Лишнее отламываем. Зашито. Красота. Нитки не нужны. Какие нитки? Что такое нитки? В Татарстане гуси курдючные. У них столько жира. Я не хочу, чтобы этот жир пропадал. Гусиный жир, ну только уж совсем какие-то жестокие люди смазывают гусиным жиром кожаные сапоги. Гусь вообще это дорогой продукт. Это же деликатес татарский. О, а гусиный жир Да. это самый-самый деликатес. Мы его потом аккуратненько перельем куда-нибудь в кастрюльку, поставим в холодильник, сверху потом белая корочка, застывший жир снимаем. Бульон, там будет снизу бульон, не просто так бульон будет. Этот бульон используем для соуса, для чего хочешь. Это ресторан, да? Да. Это ресторан. В ресторане ничего не должно пропадать. Поставим гуся в печку. Давай Поставим. поставим. А что мы будем с этим рисом делать? Лиля, Да. Искандер у вас замечательный парень. Смотрите, что он сделал с этим горшком. Видите, он его всего вымазал маслом. Вот сюда все это поместится вполне. И туда тоже в духовку. Вы сегодня гуся собирались прорабатывать, да, Да. новый рецепт, да? Такой гусь-балищ, Да, а газ-балищ, А прорабатываем еще и плов. татарча плов. Знаете, вот эта вот идея добавить к рису корт, которая присутствует в традиционной губадье, она абсолютно правильная с научной точки зрения. Хочешь не хочешь, когда варишь его, он выделяет крахмал. Если мы варим в присутствии воды, крахмал образует клейстер. Из-за клейстера рис склеивается. Любая кислота в клейстере является катализатором для того, чтобы вот эта реакция распада клейстера на воду и глюкозу происходила чуточку быстрее. И вот нам надо, чтобы крахмал снова стал жидким. И неважно, какая здесь будет кислинка. От изюма, от барбариса.
Или от татарского замечательного творога кырт, который я так успел полюбить за те недели, которые мы находимся здесь, в Татарстане, снимаем замечательные блюда татарской кухни. В печке место, сколько хочешь. Печь, вот это дело. Это вам не духовка какая-нибудь. Ставим в печь, рис тоже, гуся тоже. Все будет готово одновременно. Осталось только подождать. Что надо говорить, татарча, чтобы плов получился хорошо? Что надо говорить? Лилечка, кто по нации? Ну, я русская. Русская? Ну, все равно говорите с нами, вместе с нами. Бисмилля рахман рахим. У печи. Жарко. Хорошо, не простынешь никогда. Да. Лишь бы сквозняка не было. Лиля, давайте попьем чай. Давайте. Лиля, одну простую вещь скажите. Сколько можно ждать? Сколько можно мучить человека? Давайте уже быстрее открывать. Давайте. Крышка хорошая, правильная крышка. О, вот этот вот запах, когда ты заглядываешь в печь. Ребята, вот это счастье человека из таких запахов состоит. Из каких-то очень приятных звуков. Понимаете? Из красоты окружающего мира. Смотришь на что-то красивое. Не знаю, там осень золотая. Или весна цветущая. Или вот дети бегают, радуются. Вот запах из печи – это ценность из той же самой категории, Лиля. Осторожно, все очень горячее. Все реально готовилось в травяной печи. Без халтуры. Посмотрите, какой рис. Ты посмотри, какой рис. Красота. Я буду придерживать, а вы его аккуратненько так, ладно? Ну все. Ложе для гуся застелили. Тут еще полгоршка осталось риса. Слушайте, есть у вас ложка? Я бы хотел, чтобы вы попробовали. Конечно. Вы же затеяли эти эксперименты. Попробуйте. Мне очень вкусно. Не очень? Мне очень вкусно. Вы, пожалуйста, меня не пугайте. Нет, слышите, не очень вкусно. Нет, очень вкусно. Очень интересное сочетание получилось. Ну все, верю. Выражение на лице показывает все достаточно четко. Вот он наш красавчик. Герой. Можно, конечно, печку сильнее нагреть и сделать его более румяным. Но я бы предпочел, чтобы гусь был не просто румяным, а чтобы внутри его мясо оставалось розовым, но при этом пропеченным. И чтобы здесь вот так вот Блестел? блестел, да. Это вообще хотите, чтобы вот было реально вкусно? И, вот, послушайте, слышите, корочка такая вот хрустящая уже отзывается. Звоном. Да, практически звоном. Осторожно. А он тяжелый. Он реально очень и очень тяжелый. И вы полюбуйтесь, какой здесь жир образовался. Знаете, я очень тороплюсь сказать вместе с Лили. А ну, вот так вот поднимаешь на руки. Тяжело. Реально тяжелый. И говорим... Тамле был сын. Ошларыңыз тамле булсын. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков.
Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа. Каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп. Борщ, лагман. Одним словом, все есть 5 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор. И будем вам очень, очень рады.